Первые часы от Poco, разумеется, это концерн Xiaomi, которые имеют великолепный дизайн, качественные материалы, хороший дисплей с насыщенными цветами. Также на борту есть функция активного экрана, так называемый Always On Display AOT, встроенный GPS, более 100 режимов тренировок, перманентное измерение пульса, измерение кислорода в крови, мониторинг вашего сна и уровня стресса. И это только малая часть того, что из себя представляет устройство под названием Poco Watch. Не буду тянуть, перейдем же к обзору. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду рассказывать вам о часах, которые стоят в прямом смысле уже давным-давно копейки. Но с другой стороны, они являются копией Xiaomi-шных часов. Разумеется, это Poco, это концерн Xiaomi. Это примерно так же, как они Poco F4 GT выпустили, а это копия Redmi K50, обзор на который был еще месяца 4 назад. Вот они, Poco Watch. Что нам обещают? Размер 1,6 дюйма, AMOLED HD дисплей, разумеется, цветной. Разумеется, отслеживание кислорода, интересно, перманентное или нет. 100 видов тренировок, разумеется, длинная жизнь батареи, проверим насколько. Встроенный GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. 5 атмосфер, воды не боится наш гордый варяг. В целом, плюс в карму, GPS здесь есть. Проверим, как это дело работает, потому что выглядит это как что-то из Amazfit. Помните, Amazfit BIP? По-моему, я вообще первый на YouTube, кто о них рассказывал. Канал был еще тогда около 10 тысяч человек в подписчиках. И обзор у меня набрал за двое суток 80 тысяч просмотров. У меня сейчас такого не бывает. Наверное, только на Xiaomi-шные кроссовки 40 тысяч набрал за двое суток. Последний, кстати, Mi G4 очень советую. За 2500 рублей аналога не купишь. Но это не про спорт. А что я вижу? Максимально дешевенький дисплей. Здесь есть вибра. Вибра и GPS. Все, бежим, покупаем. Это не сарказм. Есть английский язык, подфризивает. Есть русский язык. Это однозначно не дно, это прям топ-топ-топ. Я бы даже сказал, это мега топ. Разумеется, руководство. И смотрим, если... Ну, нет, вряд ли разборный, конечно, коннектор. Коннектор будет, скорее всего, штатным. Poco Watch 3D 6E, кодовое название. 2 контакта и быстросъемный ремешок, но не стандартный. Я уверен, что от чего-то, от Xiaomi-шного это дело подойдет, но не факт, очень похоже. Видите? Снимается все нажатием кнопки. Недолговечная штука. Мне это не нравится, но какие у нас альтернативы? Есть и есть. Разумеется, нет никакого безеля. Разумеется, одна механическая кнопка. Весит это дело 19,3 грамма без ремешка. С ремешком 30,5 граммов. Вообще ни о чем. Теперь мы должны это дело измерить. Размеры 34 миллиметра на 38 миллиметров. И толщина 11 миллиметров. По контактам, кто любит заряжать все это дело на весу, пожалуйста, вы сможете это делать. По руководству я здесь сразу же вижу русский язык. Декламировать ничего не буду, буду тестировать, буду рассказывать пока по спекам. За GPS плюс в карму, за ремешок плюс в карму, хотя он не особо дорогой, но не дешманский, хотя, опять же, мне не нравятся их крепления. Но то, что здесь есть GPS, то, что здесь есть сходу русский язык и есть вибра, как там, уважение, почтение, неважно что. Хорошая штука за эти деньги. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в прикрепе. Также мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Помимо этого есть еще телеграм-канал взаимопомощи, и там я последнее время постю примеры съемок с самых популярных девайсов. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляются данные часы в 3 вариантах расцветки. Это черная, синяя и слоновая кость. Дизайн минималистичный и мне лично понравился, так как на руке они смотрятся аккуратно, как на мужской, так и на женской. Корпус часов выполнен из матового пластика, габариты самих часов довольно скромные, как и вес. Стоковый ремешок силиконовый, быстросъемный, по качеству хороший. Подойдет он как на узкое запястье, так и на более широкое. Хотя, по моему мнению, на широкое запястье его длины, возможно, будет маловато. Производитель также предоставил еще 2 цвета ремешков в стоке, это зеленый и розовый. По удобству они однозначно хороши, так как их практически не ощущаешь на руке. Спать в часах комфортно, я бы даже сказал, что по удобству они очень сильно напоминают Apple Watch SE, хотя по габаритам они меньше и даже, наверное, удобнее в них спать. Далее, на корпусе расположили 2 утопленных в корпус контакта для зарядки, краткую информацию, датчики мониторинга здоровья и из датчиков на борту оптические
датчик сердечного ритма, акселерометр, гироскоп, электромагнитный компас. Также часы могут измерять кислород в крови, уровень стресса и мониторить сон. Пульс измеряют перманентно, кислород же СПО2 перманентно измеряют только во время сна с периодичностью 30 или 10 минут. Также можно воспользоваться ручным измерением СПО2. Пульс воздуха не нащупывали, как и кислород в крови. На руке по моим тестам показатели довольно точны, но иногда часы показывали данные далекие от правды. Опять же, уверен, что с прошивкой допилят. Стон мониторит хорошо, как и фаза сна. Уровень стресса лично для меня бесполезная функция, так как ощущение, что показатели показываются рандомно. Да и в принципе, мне кажется, что сейчас весь мир в стрессе уже не первый месяц. Графики на самих часах отображаются корректно. Далее, также на корпусе расположили одну физическую кнопку, которая выполняет функцию перехода в меню и возврата на главный экран. Нажимается она легко, и люфт практически отсутствует. Во всяком случае, пока. Понятно, что их нужно поносить годик, чтобы потом сказать, что она долговечна. Повесить другие команды на кнопку «Пока» с этой прошивкой нельзя, что в принципе и так очевидно. Летим дальше. Интерфейс доступен на русском языке, что хорошо. Poco Watch оснащены AMOLED-дисплеем на 1,6 дюйма с разрешением 320 на 360 точек. Экран покрыт 2,5D стеклом с закругленными краями. Рамки заметные, вдобавок есть еще и подбородок. Плотность пикселей 301 ppi, что для часов более чем достаточно. Картинка довольно четкая, цвета насыщенные и контрастные. Скроллинг неплавный, я бы даже сказал с рывками, к сожалению, но проблем с навигацией по интерфейсу лично я не встречал вообще никаких, то есть чтобы зависли, такого не было. Яркости при прямом попадании света прямо на экран слегка не хватает, но лично я мог пользоваться часами в солнечный день без особых проблем. Встречал я в разы хуже экрана. Регулировка яркости пятиступенчатая и автояркость на борту, вдобавок работает она хорошо. Автоблокировка экрана максимум через 20 секунд, разблокировать экран можно двойным касанием, а заблокировать, накрыв ладонью, что очень даже удобно, и работает это дело прямо исправно. Активный экран на борту, и работает он по расписанию. Также можно установить цифровой код из 4 символов. Циферблатов в стоке на самих часах 4 штуки. В приложении также есть магазин циферблатов, которых нам не особо на данный момент накатили туда, но свою картинку поставить на главный экран можно, что очень даже хорошо. Далее, по свайпам с главного экрана. Свайп сверху вниз уведомления, свайп снизу вверх панель быстрого доступа. Также есть карусель виджетов. Меню небольшое, из интересного на борту общая статистика, измерение пульса, кислорода в крови, мониторинг сна и уровня стресса. Дыхательные тренировки, менструальный цикл, погода, плеер, через который можно регулировать громкость и управлять музыкой, воспроизводимой на смартфоне. Загружать музыку на часы нельзя, так как выделенной внутренней памяти на борту нет, как и устанавливать какие-то сторонние программы. Управление камерой через Bluetooth кнопку в паре с OnePlus не работает. Если использовать смартфон от Xiaomi, все работает без проблем. В фоновом режиме может работать только таймер, секундомер такой функции не имеет. Также есть фонарик, поиск телефона и компас, который, к слову, подвисает лично у меня на данной прошивке сейчас. Опять же, напоминаю, что их недавно стали продавать, и я просто в числе первых их получил, потому что логично, что заказал прямо на старте продаж, притом у разных продавцов. Мне их, по-моему, вообще 3 штуки должно прийти. Так же, как Mi Band'ов я в 6 местах уже заказал. Будильников можно завести более 10 штук прямо в часах. В настройках на часах, кроме вышеперечисленного, также есть возможность включения автоопределения тренировок, таких как бег и ходьба. Включение уведомления об отключении часов от устройств, с которым они в паре, и настройка вибрации с 2 режимами, это сильные и по умолчанию. Вибромоторчик хороший и разбудить вас сможет, во всяком случае сильный. Летим дальше. Тренировок доступно более 100 штук, их можно добавить через приложение. Плавание в бассейне и в водоеме на открытой местности также присутствует. Во время тренировки есть возможность управлять музыкой, что очень хорошо. Poco Watch имеет встроенный GPS, что нереально круто, я не ожидал, честно. Даже когда покупал специально, никакую рекламу не смотрел, ни их презентацию. Мне вот интересно, когда железочку я приобретаю просто из разряда красивая, хайповая, а потом разбираться. И я был приятно удивлен, что GPS есть. Из навигации на борту GPS GLONASS, Galileo и Beidou. Местоположение часы определяют до 10 секунд, бывало и за 4 секунды. Карты часы строят довольно хорошо, погрешность точности максимум 2 метра, по моим ощущениям, опять же, и по моим тестам. Bluetooth версии 5.0, не последний, напоминаю, последний это 5.3. Связь со смартфоном держат стабильно и без причины не отваливаются. Наушники подключить нельзя, так же, как и нагрудный датчик, разумеется. Наушники смысла нет, потому что туда не залить, в принципе, музыку, а вот нагрудный датчик было бы классно, но не судьба за такие деньги, я и не удивился. Звонки можно только сбрасывать или включать беззвучный режим. Уведомления приходят с задержкой в 1 секунду, иконки отображаются, что хорошо, но не смайлики, что, конечно, не радует. Опять же, надеюсь, что допилят прошивку, смайлики будут. Быстрых ответов на борту нет. Далее, емкость аккумулятора 225 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 6 минут. Время автономной
работы со всеми включенными функциями, такими как перманентное отслеживание пульса, Always On Display и так далее, они прослужат примерно до 4 дней. Также, если использовать их по минимуму и выключить все функции, которые сильно влияют на заряд, то они смогут прожить действительно до 14 дней, как и заявляет производитель. Основное, что поедает, это, конечно, Always On Display. За 30-минутную тренировку с включенным GPS они съедают примерно 5% заряда, опять же, на этой прошивке, что у меня. Я уверен, что она будет прилетать еще не один десяток раз, и не факт, что она будет делать эти часы лучше. К сожалению, и такое бывает. Далее, Poco Watch имеет водонепроницаемость 5 атмосфер, я окунул их в проточную воду, по итогу весь функционал работает исправно. Внешне они никак не пострадали. Конечно же, плавать или принимать душ с ними можно. Летим дальше. Приложение под названием Mi Fitness доступно как на Android, так и на iOS устройствах. В приложении есть возможность просматривать все показатели вашего здоровья, начинать тренировку и не только. На главной странице с часами отображается заряд аккумулятора в процентах, и помимо вышеперечисленного также есть настройка уведомлений и звонков, настройка виджетов и обновление прошивки. К слову, обновление прилетало, но изменения я на данный момент не ощутил, и я, в принципе, на старой прошивке не тестировал их, может быть, все было намного хуже. Минусы. Экран с очень плохим скроллингом на данный момент, хоть и сам экран лично мне понравился своими яркими цветами. Также нет подключения по Wi-Fi, и нельзя подключить наушники или нагрудный датчик. Отсутствует NFC, я также отнесу к минусам, хотя все равно платить нельзя бы было, нужно было бы подключать MirPay. С другой стороны, может быть, и можно было бы. Во всяком случае, это можно считать их первым блином, и он абсолютно не комом. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Стоимость всегда рандомна. Если будете покупать по курсу Али, там все просто. Вы зайдете и увидите. Если захотите через сторонние какие-то штуковины, допустим, через Kiwi, смотрим телеграм-канал со скидками, там есть гайд. Я думаю, при помощи него вы купить сможете. Я каждый день покупаю. Все работает. Резюмирую, Poco Watch мне понравились своим дизайном, габаритами и весом. Вдобавок, при таких размерах они имеют отличный функционал. За наличие Always On Display GPS-навигации огромнейший плюс. Вдобавок, они просты в управлении, что немаловажно. Я, честно, был в шоке от того, что в таком ценовом сегменте они запихали туда эти две штуковины. В целом, Poco Watch лично мне понравились, несмотря на то, что в них нельзя загружать музыку, программы или подключать нагрудный датчик. К слову, во время низкой цены, кто понимает, Amazfit Stratos 3 я в телегу скидывал за 7600, а когда-то покупал их за 18. Поэтому мониторим телеграм-канал взаимопомощи. Не забываем подписываться на этот канал, писать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Постараюсь купить и рассказать. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.